Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам про накладку от ДХС. Это DHS Go Dark 8. Я играл этой накладкой в жесткости 47,5 и 50 градусов. И сейчас расскажу, что это из себя представляет. Потому что когда ко мне народ подходил смотреть ракетку, чем я играю, все задавали один и тот же вопрос. ДХС это же липучка? Я говорю, нет, это не липучка, это тензор. И на что было полное недоумение, как может быть евротензор с названием DHS. Дело в том, что накладка DHS Go Dark 8 производится на том же заводе, где производится и Evolution MXP, и накладки серии Rosantor, и всевозможные доники, и еще много-много других фирм-производителей. На самом деле даже у Paleo Tor накладка тоже производится на немецком заводе ESN. То есть все накладки с этого завода, несмотря на то, что бренды у них разные. Поэтому да, DHS Go Dark 8 это немецкая накладка от китайского производителя. Ничего общего с липучками она не имеет, это чисто европейская накладка. Немножко по характеристикам. Накладка в стандартном обрезе у меня весила в жесткости 51 грамм и в жесткости 47,5, то ли 49, то ли 50 грамм. По скорости это относительно не быстрый тензор, то есть скорость у тензора средняя. Но зато у Go Dark 8 очень хорошо выделяется все, что касается вращения. То есть накладка не выдает скорость, но очень хорошо захватывает мяч и дает его очень, скажем так, качественно прокрутить. Поэтому, забегая вперед, если вы ищете себе евротензор с хорошим вращением, но не очень высокой скоростью, да, там средней скоростью, опять же, средняя скорость для евротензоров в таком же градусе. Да, кстати, чем отличаются градусы 47,5 от 50? То есть по скорости плюс-минус ощущается, что от 47, да, особенно на плоском отскоке, скорость немножко повыше. Вот. Но при генерации вращения, да, с 50 градусов выдает, уже на среднем таком, да, скоростном топ-спине по скорости столько же, но по вращению заметно больше. Хотя сейчас задумавшись, я подумал, что все же, наверное, 50 градусов при том же усилии скорости выдает меньше. Но, видимо, энергия все же уходит в вращение. Так как губка меньше продавливается, меньше участвует дерево в генерации удара. Вот. Но там, где губка 47,5 уже плывет, это силовые топ-спины, мощные топ-спины, перекрутка, губка 50 играет во всей своей красе. Но за счет этих 3 градусов на мощной игре вы будете чувствовать полный контроль и продолжать генерировать большое количество вращений, где уже 47 градусов, как я уже сказал, будет прожиматься и вращение будет теряться. То есть, если сейчас подытожить, 47 градусов выдает больше скорости в плоской игре, а 47 градусов лучше подставлять, то есть отскок более понятный и предсказуемый. Но 50 градусов дает больше вращения, причем, кстати, во всех элементах это заметно сразу. 50 градусов при именно плотном топ-спине дает, скажем так, максимальную скорость тоже больше, чем 47 градусов, и при этом, как я уже сказал, вращение сохраняется. Да, рассказывая о характеристиках этой накладки, не сказал еще 2 очень важных момента. Первый, у Go Dark 8, причем и 47 градусов, и 50, достаточно высокая дуга, что очень комфортно при формировании топ-спинов и, в принципе, игры из любой позиции. То есть накладка позволяет вам с неудобных положений попадать и при этом попадать, опять же, с хорошим вращением. Но, как правило, не быстро. И второй момент, у этой накладки есть чувство захвата мяча.
То есть это то самое чувство, которое многие игроки, поигравшие накладками серии Tenergy или Dignics, не спутают ни с чем. Здесь, правда, оно ощущается немножко по-другому, но суть та же самая. То есть, когда вы делаете топ-спин, вы чувствуете, что на какую-то там долю секунды мяч погрузился в накладку и как будто вот завис на ней. Но в других тензорах, которых я пробовал, это всяческие доники, это Evolution MXP, то есть такого же я не встречал. При этом в Голдарке это есть. И, ну, это, скажем так, большой плюс, потому что, ну, вот некое вот это особое чувство мяча, что в Tenergy, что в этой накладке, оно вот дает больше обратной связи, да, и понимания, обработали вы мяч или нет. То есть на каком основании пробовал эти накладки? На самом деле много оснований. Это и Петр Корбель японский. Я поиграл этим основанием с этими накладками больше месяца. Это и Мизутани Супер ZLC. Я этими накладками на этом основании играл порядка 3-4 месяцев. Также с этими накладками играл на основании Вискария Golden порядка 2-3 месяцев. Что по итогу? То есть накладки универсальные, накладки играют с абсолютно всеми основаниями, с которыми я их пробовал, но здесь есть нюансы. То есть по вращению они выдают везде отлично. За счет вот этого чувства захвата мяча касание с мячом ощущается, ну, не жестким, да, даже на жестких основаниях с маленькой задержкой. Вот. Но с некоторыми основаниями скорость невысокая. То есть, на удивление, Петр Корбель, правда, у меня версия очень мощная, это 95 грамм, на Петр Корбеле скорость ощущалась не сильно меньше, чем на Мизутани Супер ZLC, хотя у меня версия тоже практически 93 грамма, достаточно мощная, но с большой задержкой. Возможно, поскольку у этих накладок задержка тоже достаточно хорошая, мяч слишком долго задерживался и не летел. Вот. С другой стороны, вращение, да, что на Корбеле, что на Мизутане с этими накладками было всегда очень хорошее и качественное. То есть, кому могу порекомендовать эти накладки? Думаю, что в принципе будет хорошим выбором для всех игроков уже плюс-минус среднего уровня, да, кто хочет играть евротензорами. То есть ни Tenergy, ни Evolution MXP и прочие уже, ну, там, тем более Dignics, да, и прочие мощные и уже очень быстрые накладки. А Goldark 8, который в показателе вращения, а мы это замеряли фактически, да, то есть с разными игроками, пробовали, прям в моменте сравнивали Tenergy 19 на том же основании с Goldark 8. Goldark 8 выдавал больше вращения, но меньше скорости. Tenergy, соответственно, наоборот. Так вот, возвращаясь к теме, Goldark 8 игрокам, которые с не очень хорошей техникой, а тем более скоростными возможностями, даст куда больше плюсов, он куда понятнее и управляемее, чем там та же линейка Tenergy. Вот такой вот получился обзор. Поскольку записываю сходу, возможно, какую-то деталь упустил. Но вы можете задать вопрос в комментариях, и я постараюсь на него ответить. Ну, увидимся в новых роликах. Пока. И да, все же вспомнил, какой момент я упустил. Это долговечность. То есть долговечность у этих накладок, она стандартная для всех тензоров. То есть, ну, грубо говоря, они отлично играют 3 месяца. То есть 2 месяца вы чувствуете, что с накладок летит, с накладок вращается, и все отлично. Вот. Топ-шит у накладок достаточно быстро затирается. То есть у меня буквально, по-моему, после 2 недель на правой накладке уже, ну, появлялось игровое пятно. То есть буквально, наверное, через неделю появились какие-то признаки, да, того, что игровое пятно будет появляться. Вот. Слева у меня топ-спин значительно слабее, поэтому слева игровое пятно, в принципе, по-моему, и не появилось. Да, игровое пятно
практически ни на что не влияет. То есть накладка тянет в основном за счет губки, поэтому игровые пятна ни на что не влияют. А вот губка, она плюс-минус где-то после 6, там, 7, 8 недель начинает подсаживаться, плавно подсаживаться. Вы чувствуете то, что становится меньше скорости. Вот. На вращение глобально это не влияет, то есть я не почувствовал, что стало там меньше вращения, а вот что скорость стала проседать, это постепенно стало чувствоваться. Но уже когда изрядно накладки были изношены, это вот порядка 6 месяцев я ими суммарно играл, я решил проверить следующий миф, можно ли с помощью бустера немножко, скажем так, вернуть им их к жизни. С бустером я чуть-чуть переборщил. В итоге с накладок летело сильнее, чем летело с новых накладок. Вот. Поэтому вопрос, можно ли бустерить старые накладки, ответ да, но надо делать это аккуратно. Вот. В итоге они, конечно, играли немножко не так, как играли Go Dark с конверта, но в целом такой метод, да, если поиграли вы там накладками полгода, они изрядно подсели, с них уже губка не выдавала такую скорость, можно положить там полслоя, один слой, да, подождать, пока накладка вернется там в исходное положение и поиграть еще энное количество времени этими накладками. Так что опять в двух словах, долговечность средняя, как и у всех тензоров. 3 месяца играют, дальше уже вопрос уровня. Кто-то, конечно, и я это видел, играет этими накладками 1,5 года, и все у них нормально. Но это уже в силу, да, того, скажем так, уровня и той техники, которой данный там человек играет. Так что еще раз, до новых встреч.